Ну что, братья-соседи, как вам живется в вашем великом русском болоте? Чувствуете, как что-то под ногами засасывает, воняет и хлюпает? Правильно чувствуете, это не Украина вам мстит. Это ваша же страна вас же и топит. Вы так бодро начинали. Марш-бросок победной реляции «Киев за 3 дня». Генералы с пивными пузами делят парад на Крещатике. А потом – бах! Жирная пощечина от реальности. Сотни тысяч потерь, сожженные колонны, бегство из-под Киева, позор под Харьковом и вишенка на торте. Херсон сданный без боя. Вот это вы отожгли. А сейчас сидите. Без нефти, без газа, без денег, с хером в кулаке и желчью в горле. И самое обидное, даже уже не орете. Потому что даже орать стало страшно. А вдруг услышат те, кто с войны вернулся и теперь бухают во дворе с гранатой в кармане. Так вот, дорогие мои, это только начало. Мы с вами сегодня поговорим о том, что у вас сейчас, что будет завтра и почему вы все уже просрали навсегда. А я рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». Тут не любят вежливых разговоров. Тут мы говорим прямо, иногда грубо, но честно. Подписывайся, если до сих пор этого не сделал, включай уведомления. И можешь даже авансом поставить лайк, чтобы потом не забыть. Дальше будет только жестче. Но ролик тебе понравится. Готовы? Поехали. Вот говорят иногда: Украина одна против России. Одна? Да вы ебанулись. У нас за спиной весь цивилизованный мир. Пока вы попрошайничаете в Северной Корее патроны и шаритесь по Африке в поисках пушечного мяса, нам поставляют хаймарсы, патриоты, леопарды, абрамсы, дроны, ракеты, ПВО и разведданные с орбитальных спутников. А еще миллиарды долларов, подготовку бойцов, медицинские протезы, беспилотники нового поколения и четкую стратегическую поддержку. Пока вы там с лопатой воюете, мы воюем по системе координат НАТО. Уже даже Трамп, которого вы так любили за симпатию к Путину, охуел от собственной наивности. И теперь не просто поддерживает нас, а, как говорится, ебал с разворота. Инициатива Purell – это схема, по которой оружие теперь закупается в США и напрямую передается Украине через союзников. И вот что важно – эти контракты уже нельзя отменить, пересмотреть, откатить назад. Даже если Трампа накроет и он снова решит дружить с Путиным, уже поздно. Оружие будет идти долгие годы. НАТО не просто на нашей стороне. Они вкладываются в нас, как в фронт Европы против азиатской плесени. А мы им доказываем, что умеем держать фронт, умеем драться, умеем побеждать. Америка не просто дает нам железо, она дает нам глаз Бога. Данные с разведки, маршруты обхода ПВО, точки ударов по НПЗ и по логистике. Нефтепереработка в России уже встала раком. Более 16 объектов сгорели, 1 миллион баррелей в сутки в трубу. Это не фигура речи, это пиздец вашей экономики. Индия и Трамп уже надавил на нефть, больше покупать не будут. Китай на очереди. А Европа? Денег у Европы до жопы, просто они еще не включали турборежим. Но включат, и тогда будет весело. А еще 300 миллиардов замороженных российских активов. Да-да, деньги ваших же олигархов скоро пойдут на новые ракеты, которые будут разваливать ваши же танки. И пока вы там орете за империю, мы стоим в одном строю с Британией, Германией, Польшей, США, Францией, Канадой, Японией, Скандинавией, странами Балтии, Чехией и десятками других союзников. А вы с кем? С КНДР, с Эритреей, с Ираном. Даже Венесуэла на вас уже косо смотрит. Так что забудьте сказки про одинокую Украину. Мы не одни. Вы одни. А начиналось ведь у вас все как красиво. Путин строил из себя мирового шахматиста, уверенного, что держит весь Запад за яйца. Генералы кивали, пыхтели в форме, рисовали стрелочки на картах и везли с собой парадную форму для парада на Крещатике. А на деле вся эта вторая армия мира оказалась сборищем тупых, жирных, ничтожных, безвольных халуев, которых в Кремле специально подбирали по принципу полной безмозглости, чтобы, не дай бог, никто не попытался привести армейский корпус под стены Кремля. Потому что умный генерал – опасный генерал, а безопасный генерал – это тот, кто боится даже своего отражения в орденах. Ваши стратеги лезли в Украину как в супермаркет, с тележкой и самоуверенной рожей. Только вышли оттуда не с покупками, а с пробитой головой. Херсон, Харьков, Киев, Чернигов. Список ваших успехов звучит как сводка поражений. И пока вы пытались захватить Донбасс, ваш гений сидел в бункере, держа в руках карту и дрожащий стакан.
Понимаешь, когда диктатор боится собственных генералов, это уже не армия, а театр марионеток. Невзоров сказал про это идеально. В любой диктатуре генерал – это потенциальный мятежник. И чтобы не бояться мятежа, диктатор выбирает себе генералов-идиотов. Результат закономерен. Россия проигрывает не потому, что Украина сильнее, хотя и это правда, а потому что вся вертикаль построена на страхе, подхалимстве и лжи. А ложь не воюет, она только отступает, прикрываясь телами своих солдат. Ты реально думаешь, что захват — это плюс? Вы не получили территории, вы не унаследовали украинскую житницу, вы завоевали минное поле и экологическую помойку. Там, где еще вчера росла пшеница и ходили люди, теперь через каждые 5 шагов шуршат детонаторы и свистят осколки. Разминировать — это не попахать пару дней, это годы, десятилетия и миллиарды долларов. Спустя десятилетия часть земли останется непригодной для посева. Химия отгорелой техники, утекшее топливо, разложившиеся трупы, отголоски снарядов в почве. Короче, удобрение уровня жопа. Города, что с ними? Мариуполь – город, который вы сделали символом своей неебезности. Вместо инфраструктуры – обугленные скелеты домов. Бахмут, Северодонецк, Солидар. Не завоеванные города, а индустриальные кладбища. Там нет экономики, нет людей, нет нормальной жизни. Одни руины и безнадежность. Вы будто целенаправленно уничтожали то, ради чего стоило бы воевать. Заводы, школы, больницы, квартиры. Победа в ваших руках. Это пепел и свалка. И кто этим будет заниматься? Кремль? Серьезно? Тот самый, который не в состоянии довести туалеты до половины деревень внутри России? Тот самый, который строит дворцы для своих, и багажники наполнены золотыми слитками? Не смеши. Разрушать – это да, умеют. Восстанавливать – нет. Ты думаешь, что какой-то бункерный президент будет лично курировать снос фонарей, разминирование полей, восстановление больниц? Нет. Максимум – пара фоточек для пропаганды и контракт, перепиленный на свои фирмы. Результат – годы заброшенности и выживания на подачках. Плюс демография. Те, кто мог бы вернуться и заселить эти города, уже свалили. Миллионы людей уехали как беженцы, и часть из них не вернется никогда. Рабочая сила исчезла. Кто будет пахать поля и строить дома? Твои вахтовые рабочие из депрессивных регионов. Не самый лучший рецепт для экономического возрождения. Вот и привет. Вы вместо приращения территории получили экономический балласт, демографическую дыру и международную головную боль. Эти руины записаны в историю, и даже вашим потомкам еще долго не отмыться. И да, про мины не забывай. Поля будут взрывать людей еще долгие годы. Такая вот ваша прибыль от великого завоевания. Ну что, вставшие с колен, теперь вставайте с кассы, потому что ваши рекорды – это рекорды по долговым ямам, инфляции и развалу промышленности. «Газпром» – этот локомотив экономики, теперь на коленях перед долгами. Минус 5,7 триллиона рублей. Исторический убыток. Впервые за 25 лет. А в отчетах аккуратно пишут: из-за снижения экспорта и валютных курсов. Перевожу с бюрократического. Из-за пиздеца, который сами устроили. Труб нет, рынок Европы потерян, Китай берет газ по демпингу, а Индия, которой вы пытались толкнуть нефть, уже под американским прицелом. Вам даже на собственных заправках теперь бензин заливают как шампанское. Маленькими порциями, потому что топлива не хватает. РЖД в долгах, как в рельсах. 2,2 триллиона. Неплохой такой отрицательный рост, да? Перевозки падают, инфраструктура гниет, тарифы растут. Власть реагирует, как всегда, новыми налогами. Вас доят со всех сторон. С предпринимателей, с работников, с мертвых, если надо. И с их родственников. НДС, акцизы, поборы, добровольные взносы. И в переводе с чиновничьего «дайте, пока живы». Инфляция официально 8%, реально под 20%. Цены растут быстрее, чем ваш импортозаместитель успевает выдумать оправдание. Бизнес вымирает, заводы закрываются, а в телевизоре все стабильно, как в морге. И вот здесь начинается самое интересное. Экономика держится на пропаганде, а не на производстве. «Газпром» не зарабатывает, но снимает клипы о духовных скрепах. РЖД разваливается, но возит поезд победы. Бюджет трещит, зато по Первому каналу снова все идет по плану. А на деле план один – выжать из страны последние соки и утонуть красиво. Путинская империя
Это не государство. Это огромная пирамида, построенная на нефти, лжи и страхе. И когда внизу заканчиваются деньги, наверху начинают кончаться мозги. Вот они, герои спецоперации. Те самые, что шли освобождать, защищать, спасать от нацистов. Некоторые из них же все-таки вернулись. А кое-кто даже не самоваром, а сумел сохранить наличие всех конечностей. Да вот только теперь в мирной жизни им освобождать уже некого, разве что самих себя. В России сейчас идет эпидемия ПТСР, но об этом не говорят, потому что нельзя. Иначе рухнет миф о героях. Каждый день убийства, поножовщина, изнасилования, суициды. Одни ветераны режут соседей, другие – жен, третьи. Просто открывают огонь по двору. Сколько таких историй? Сотни? Тысячи? Никто не считает. В новостях – бытовой конфликт, психологическое напряжение, неосторожное обращение с оружием. А на деле психиатрическая катастрофа. А представь, сколько их будет таких, когда война наконец закончится. Тот же Невзоров, которого я уже упоминал в этом ролике, на одном из недавних стримов очень метко сказал: «Я даже не могу найти животный вид, который бы вел себя так же, как эти орки. Даже у павианов есть табу». И ведь он не преувеличивает. Людей, побывавших на фронте, нередко переклинивает. Война делает из человека зверя. А в России диких зверей обычно никто не лечит. Их просто отпускают. На волю, в народ. Причем как героев. Местные власти это знают, но молчат. МВД знает, но боится. А Кремль делает вид, что это единичные случаи, хотя по стране уже давно пошла волна криминала от вернувшихся освободителей. Вся вертикаль гниет от последствий спецоперации. Вы сами себе вернули зло. Теперь это зло ходит по вашим улицам с ножом, бутылкой и взглядом человека, которому уже нечего терять. И вот тут главный парадокс. Вы шли бороться с нацизмом, а вернулись в страну, где теперь каждый пятый потенциальный маньяк. Вот теперь все стало на свои места. Война, которая начиналась как блицкриг, превратилась в военный анонизм на износ. Россия дрочит на великую победу, а Украина просто делает дело. Мы не богаты, никогда и не были. Но у нас есть то, чего у вас нет и не будет – союзники, интеллект и вера в смысл. Пока у нас собирают донаты на дроны, у вас собирают трупы по свалкам. Пока у нас волонтеры тащат на фронт тепловизоры, у вас губернаторы тырят бронежилеты. Пока наши солдаты учатся у инструкторов НАТО, ваши командиры учатся, как включать планшеты. Наши бойцы учатся стрелять, пилотировать, шифровать, командовать. Ваши учатся, как не обосраться под дронами. И это не война на равных, это война на время. Вы теряете каждый день нефть, газ, людей, мозги. Ваши союзники – Иран и Северная Корея. Серьезно? Это же не партнеры. Это пособники на обочине истории. Ким вроде бы вам снаряды еще подкидывает, потому что сам не знает, куда их девать. А у иранцев, кроме дешевых дронов и дешевых понтов, ничего. Даже Китай уже морщится от вас. Потому что быть в одной лодке с тонущим идиотом опасно. Вы стали токсичными. Вас не зовут, не слушают, не уважают. Вас терпят. Пока выгодно. Украина воюет и живет. Россия воюет и гниет. Вот и вся арифметика. Пока у нас строят фонд победы Украины, у вас скоро появится фонд похорон Газпрома. Пока у нас реформируют армию, у вас реформируют ценники пятерочки. И чем дольше длится война, тем быстрее трещит по швам ваш цирк с геополитическими клоунами. Россия не страна. Россия – это нарыв. Гнойник на теле планеты, который десятилетиями пытались лечить компрессами духовности и особого пути. Но гной не лечат, его вскрывают. Сейчас именно это и происходит. Трамп, Байден, Макрон, Мерц – все они, какими бы разными ни были, поняли одну простую вещь. Россию нельзя перевоспитать, ее можно только обезвредить, как больного бешенством. И не надо тут сказок про плохого Путина, но хороший народ. Народ, который аплодирует убийствам, поддерживает ложь и гордится чужой болью. Это не жертва, это соучастник. Вы сожгли города, вы убили детей, вы кормили телевизор кровью и аплодировали каждому прилету. Теперь вот сидите в темноте с пустыми полками по двое генераторов и зовете это стабильностью. А ведь сколько раз вас предупреждали? Все эти годы мир давал шанс. Перестаньте быть империей, станьте, наконец, нормальной страной. Не захотели. Значит, теперь будете разлагаться, пока от вашей великой державы не останется пыль и ржавая вилка в степи.
И знаешь что? Мир больше не боится вас. Бояться значит уважать. А вас теперь только презирают. Россия стала страной символом дикости и тупости. Так что все честно. История расставила все по местам. Вы выбрали смерть, мы выбрали жизнь. Вы пошли с орками, мы стоим с человечеством. Вы за императора, мы за свободу. И вот в этом финал. Вы не проиграли на поле боя, вы проиграли внутри себя. Спасибо, что досмотрел до конца. Если ролик зашел, не забудь поставить лайк и отправить ссылку на видео другу, который тоже заценил бы наше творчество. Своим мнением делитесь в комментариях. Только прошу вас, если используете мат, хотя бы камуфлируйте как-то частично звездочками, а то иначе YouTube, скорее всего, ваш комментарий отфильтрует. А за прямые оскорбления, увы, мне приходится блокировать авторов таких комментов. Ну а с вами был Утилизатор реальности. Быть добру и слава Украине!